Всем добрый день! Сегодня будем шить трикотажное платье по очень простой выкройке, которую я сделала на основе футболки. Платье свободного силуэта, без выточек, рукавчик. Все очень хорошо сидит. Если вам эта тема интересна, шейте со мной, смотрите видео дальше. Итак, платье я буду шить с трикотажа. Поехала, купила трикотаж, пока он не закончился, в горох. Ну, мне, например, очень нравится темно-синего цвета, почти черный фон и белый горох диаметром 2 сантиметра. Шить я буду по выкройке, которую я сделала с футболки. Если помните, шили мы с вами когда-то футболку салатового цвета, и я показывала, как с обычной футболки можно переснять выкройку, а еще проще можно старую футболочку разрезать, и вот вам готовая выкройка. Единственное условие, значит, выкройка, вернее футболка, с которой мы снимали выкройку, должна тянуться так же, как и вот эта ваша ткань. Ну а если она тянется меньше, значит надо прибавить. Допустим, есть у вас уже выкройка, и вы вот сомневаетесь, будет ли эта ткань так же тянуться, как вот, допустим, тянулась ваша футболка. Вот, допустим, у вас 48 размер, да? Вот. Размер – это полуобхват вашей груди. 48 у вас. Вы померили выкроечку, она в половинном размере у вас 43 сантиметра. Вот воткнула я иголочки. Вы берете и растягиваете до 48 размера. Смотрите, как сильно ткань натянута. Если сильно натянута, значит к вашей выкройке, где полуобхват груди 43, надо прибавить. Например, по всем швам там, ну смотрите сами, там 0,5, а может быть и по сантиметру. И тогда вы не ошибетесь. Ширина моей ткани 1,70 м, не считая кромки. Что ее считать, да? Она идет другого цвета. Кромку не считаем. Так, и купила я 1,70 м. Это длинное платье плюс рукавчик. Так что если вы входите в такую ширину, ну, в такую ширину входят почти все женщины, хотя, конечно, есть исключения, то берите длина платья плюс длина рукавчика. Так, вот раскладываю выкроечку. Значит, да, ткань я сложила лицевой стороной вовнутрь. Вот у меня кромка идет. Вот центр ширины пометила и вот разложила. Значит, буду кроить по выкройке футболки, как я сказала. Вот здесь вот прибавлю сантиметра 1,5 все-таки для баланса груди. Почему я взяла эту выкройку? Выкройку футболки. На футболке никакие выточки не делаются, ткань у меня трикотажная. И я решила пошить платье без всяких выточек. Вот поэтому взяла я эту выкроечку. Значит, вот здесь прибавлю сантиметра 1,5 для баланса груди. Так, что еще немаловажно. Если здесь в груди будет как бы по фигурке, то вот внизу по линии бедрам смотрите сами. Если вы, как говорится, молоды и стройны, то можно скроить платье прям вот в облипочку. А если вы девочка взрослая, 40 плюс, 50 плюс, как я, тогда, конечно, по линии бедер надо прибавить к своим бедрам. Ну, смотрите сами, там по 2, по 3 сантиметра, чтобы не было в облипочку, чтобы вот лишнего животик не обтягивался и так далее. Вырез делаю обычный, такой неглубокий, не широкий, а потом посмотрю, может быть, сделаю его вот так пошире. Увеличить вырез всегда можно. По линии бедер прибавила 3,5 сантиметра. Ну, пускай там около сантиметра уйдет на шовчик. А ширина внизу будет у меня 41 минус шов 40 сантиметров. Соединяю под углом к низу.
Так, спинку полочку выкроила. Показываю, как низ выровнять. Значит, вот у нас боковой срез. Ну, сантиметра на 2 изначально делаем короче по боковой части, а потом после примерки уже будет видно. Так, что хочу еще сказать. Значит, иногда трикотаж, именно трикотаж, бывает бракованный, какой-то перекрученный. И поэтому, когда будете кроить, то вот где у вас сгиб ткани, все выравнивайте тщательным образом, чтобы не было у вас вот каких-то здесь вот этих вот непонятных крученных диагоналей. И когда будете даже покупать ткань, тоже смотрите, чтобы не было брака, чтобы ровно продавец отрезал. Покупала в магазине проверенном, всегда девочки так аккуратно режут. Но вот этот раз я не знаю, почему так получилось. Одна сторона короче другой, вот на добрых 10 сантиметров. Так что этот кусочек, наверное, оставляю, а буду кроить с кусочка, который купила я раньше. Кто смотрел лайфхаки по резинке, знают, что я собиралась шить. Собиралась шить с этого кусочка трусики. Ну ничего, и на рукавчик хватает, и на трусики хватает. Так что крою рукавчик. Ну вот 30 сантиметров длиной. Итак, сметала, померила. Ну, самое главное, что в груди сидит хорошо. Почти идеально, можно сказать. Ну, если учитывать, что размер у меня не маленький, 54 размер по груди. Если у вас 48, 50, шить трикотаж совершенно без выточек, это вообще будет песня, просто песня. Так, значит, здесь я вот так вот увеличу сантиметра, наверное, на 1,5, на 2. Так, спиночку, когда я кроила, я сделала ее посвободней, просто уже знаю как бы особенности своей фигуры. И сделаю здесь средний шов. Вверху маленький, а вот в области талии, ну, примерно около 2 сантиметров. Вообще вот центральный шов по спинке в любом изделии, в любом, что бы вы ни шили, даже вот какой-то там халатик домашний. Этот шов всегда вас вот как бы выручит и фигурку подчеркнет сзади. Не обязательно делать 2 выточки, а вот именно вот такой вот по спинке центральный шов. Так, стачиваю, что будет интересное, буду показывать, рассказывать. А вообще, вы знаете, одела, и прямо вот я сама себе понравилась. Ну, казалось бы, да, горох. Красиво. И красиво, и сейчас горох в моде. И вот ткань получается достаточно яркая. Значит, такой закон в пошиве. Чем ярче ткань, тем проще должен быть фасон. Вот обычный фасон, обычный приобычный, а платье смотрится нарядно. Так, шью, потом покажу. Что-то интересное. Сшивать буду строчкой стрейч. На Минерве это 4-я строчка. Очень тянется для трикотажа то, что надо. Нитки обычные. Полиэстер, 40-й номер. А там, где надо, буду обметывать обычным оверлоком. Стачиваю боковые. Наживушку убрала. Прямо так нравится ткань, так легко шьется. Срезы обработали. Вшиваем рукавчики. Платье находится на изнаночную сторону, рукавчик на лицевую сторону. Вкладываем рукав в пройму.
Совмещаем надсечку на рукаве, наивысшая точка, с плечевым швом. Шов плечевой идет в сторону спинки. Окат рукава я не присобирала, так как платье трикотажное, повседневное. Ну и тут такой покрой, что ляжет и так хорошо. Вот эта часть к спинке, когда я крою, всегда делаю здесь такие небольшие надсечечки. И это всегда обозначает, что это к спинке. Чтобы не путаться, где правый, где левый рукав. Скалываем и прострачиваем на машинке. Рукава вшили, обметываем. Теперь надо уменьшить горловинку. Чтобы горловину уменьшить аккуратно, симметрично. Вот у нас центр полочки, центр спинки, плечевые. Все совпало. Складываем срез к срезу, сметываем. Линейку приложила и отрезаем. И росток по спинке также увеличиваем. Так, думала, как обработать горловинку. Есть у меня вот такая синтетическая обтачка. Ну вот вроде бы идеально подходит, да, для горловинки. Ну вот кажется мне, что оно будет упрощать. Решила обработать просто подкрайной обтачкой. Внизу ткань, с которой будет обтачка. Шовчик сделаем на спиночке. Выкладываем, обчерчиваем и вырезаем. Сантиметра 4 в крое буду вырезать. Маркер у меня самоисчезающий. Пусть он вас не пугает. Теперь выкраиваем такую же детальку с дублерина. И наклеиваем дублерин на нашу обтачку при помощи горячего утюга. Дублерин приклеила, центр на обтачке совмещаю с центром на полочке, скалываю иголочкой, также по спиночке и по всему кругу. Обтачку пришили, теперь делаем надсечки. Делается это обычно на закруглениях, но вот я смотрю и вижу, что вот в этой области у нас строчка прямая, здесь вот пару сантиметров прямая, а все остальное, значит, надо делать надсечки. Не доходя до строчки. Пару миллиметров. Надсечки примерно через сантиметр. Выворачиваем обтачку на изнаночную сторону. Делаем влажно-тепловую обработку таким образом, чтобы с изнаночной стороны образовался вот небольшой кантик.
или, как говорят, перекат. То есть, чтобы с лицевой стороны обтачка ни в коем случае не выглядывала. Обязательно надо отстрочить горловинку. Вот у нас обтачка. Шов отгибаете в сторону обтачки и с лицевой стороны прострачиваете на пару миллиметров от шва. Так будет аккуратнее, обтачка будет именно, не будет выглядывать на лицевую сторону. Ну и потом обтачку надо закрепить по всем швам. У нас это плечевые и сзади шовчик. Платье дошила полностью. Низ рукавчика и низ платья я прострачивала двойной иглой, предварительно обработав срез просто оверлоком. Отглажу и будем сейчас мерить, смотреть, что у нас получилось. Вот такое получилось у нас платьице. Свободного силуэта, совершенно без выточек, по простой выкройке можно пошить вот такое интересное платье. Надеюсь, мое видео было для вас полезным. До свидания. Всего доброго.